Всем привет, меня зовут Арсений Занчковский, можно просто Арс Заян. Я синематик-режиссер и артист, работаю в геймдеве. И также я иногда выступаю в роли motion capture актера. Не то что профессионал, любитель, но опыт достаточно интересный. И мне последний год очень любопытно разбирать различные катсцены, не только с точки зрения постановки, монтажа, саунд-дизайна, световых решений, но и с точки зрения того, как актеры отыгрывали это во время motion capture сессии. И это рубрика «Одна крутая сцена», где я разбираю катсцену только с одной точки зрения. И как вы уже поняли, я буду разбирать катсцену из Uncharted с точки зрения motion capture перформанса актеров. Потому что это энциклопедия классных приемов, как через маленькие жесты, моторику пальцев, какие-то уникальные телодвижения именно этого персонажа можно передать бурные эмоции герою, что он переживает внутри, но при этом не говорит в лоб. Потому что самое главное правило кино, ну и синематики в играх — показывать, а не рассказывать. И катсцена Uncharted как раз таки про это. Погнали! Я не хочу отсматривать целиком всю катсцену, я ее разобью на сегменты. Кусочек посмотрели, проанализировали, продвинулись дальше. Итак, первый сегмент. See you two made it out okay. Way better than okay. We found Libertalia. What are you? Libertalia. Seems Avery founded the legendary pirate colony. It's more of a pirate utopia, really. Okay, but what about the treasure? See, as the story goes, this place provided a safe haven for hundreds, maybe even thousands of pirates, and they shared everything. Property, resources... Money? And they kept it all in one common... Обратите внимание на движение персонажа по имени Сэм Дрейк. Вот я про вот этот хлопок по плечу. На самом деле, это уникальный жест Сэма Дрейка, который систематически в дальнейшем повторяется. И Сэм, он тактильный человек, но подобный контакт на самом деле является физическим вторжением в личное пространство человека. И Сэм как бы дружески таким вот хлопком подталкивает людей к нужным ему решениям, через прикосновение. Ведь, будем честными, тактильность — это не всегда про дружелюбие. Это иногда перехват инициативы, стремление контролировать разговор или мягко обезоружить собеседника. Давайте посмотрим дальше. Оп, снова этот жест. Сэм становится достаточно навязчивым героем, который постоянно разрушает дистанцию между собеседниками. Ведь, будем честны, Салли и Нейтан знакомы намного ближе, в отличие от Сэма. Но это не мешает Сэму периодически вторгаться в личное пространство. Rafe has a copy of this. Yeah, well, by the time Rafe figures it out, we'll be well on our way to Libertalia. I'm telling you, that treasure is as good as ours. Shit. How's the Malaysia job going, Nate? Seems like you're a hair off course. Elaine, it's not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. Well, for starters, this is Sam. Sam Drake. My brother. Hi. I'm sorry. Обратите внимание, как ведут себя герои на заднем плане. Это мелочь, но вот на примере Сэма мы можем видеть естественное поведение любого человека. Особенно в такой неуютной ситуации, когда Елена поймала на лжи Нейтана.
Сэм находит точку опоры. На самом деле, легко забыть про второстепенных героев, учитывая, что они на заднем плане в размытии, и поставить их солдатиком. Ведь все равно весь акцент на Нейтане. Но в этом и мастерство режиссуры, что автор следит за задним планом, чтобы он тоже жил своей жизнью. Другой любопытный жест, вот он самый. Нейтан, он как будто ищет поддержки у своих компаньонов. И это естественное поведение человека в такой неуютной ситуации. Поиск социального якоря, да. И если бы Нейтан тут сказал: ну, ребята, может, вы поможете мне чем-то, скажите что-нибудь, чтобы как-то противостоять Елене. Но это было бы слишком в лоб. Киносцена через призму камеры помогает передавать все тонкости бодимеханики, языка тела персонажей. Обратите внимание на жест Елены. It's gonna sound crazy. Try me. В сочетании с ее спокойной фразой и вот этим импульсивным жестом в виде броска пистолета, все это вместе создает мощный контраст. Голос спокойный, но тело сильно напряжено. Это сигнал зрителю. Елена злится гораздо сильнее, чем позволяет себе это сказать. И также это сигнал Нейтану: хватит врать, говори правду. Никаких слов с ее стороны, только небольшая реакция телом и мимикой, которая работает лучше, чем текстовая экспозиция. И ты тоже, Салли, знал об этом и ничего мне не сказал, что Нейтан все это время врал. Нет, все это читается без слов, благодаря ее реакции. Еще разок. Она как бы безмолвно передает эту мысль Салли, и он извиняется, потому что он все понял. Невербальные реакции, вот взгляд, микромимика, паузы помогают создать ощущение живого взаимодействия между персонажами, даже в полностью цифровой среде. Я искренне верю, как вот актеры живые во время motion capture сессий переглядывались в этот момент, давали друг другу вот энергию, вот этот импульс. I thought he had died in a Panamanian jail, but I was obviously very wrong. He's been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop. Was there ever a Malaysia job? Обратите внимание на задний план. Вы уже на опыте. Ага. И я думаю, вы заметили, как ведет себя здесь Салли. Второстепенный персонаж продолжает жить своей жизнью. Салли признался перед Еленой, что он участвовал в этом спектакле и тоже ее обманул. Герой ищет физическую опору, так как его моральная позиция ослаблена, и он понимает разочарование Елены. И вот этот шаг назад — это регрессия его позиции, выход из конфликта. Далее хороший момент с Еленой. Поза и мимика Елены отлично передают ее накопившейся ярости и разочарования. Губы сжимаются, потому что она что-то хочет сказать импульсивное и резкое, но изо всех сил сдержится. У нее накопилось сильное напряжение. И чтобы направить вот эту свою внутреннюю энергию, она ищет точку опоры в виде стула и облокачивается на нее. Человеку это реально помогает немножко спустить свою агрессию, напряжение, сжать что-то, облокотиться на что-то. Но в то же время рука на бедре. Это формирует как раз такую более агрессивную, уверенную позу. И Елена, она избегает зрительного контакта, что усиливает ощущение ее эмоциональной дистанции с Нейтаном. А когда человек разочарован или злится, он не хочет искать прямого контакта с собеседником. Также это, помимо того, что она хочет избежать с ним зрительный контакт, это может быть обработкой услышанного. Елена пытается, анализирует, рефлексирует внутри себя и ищет то, как она должна ответить на ложь Нейтана. И мой самый любимый момент этой катсцены.
Этот жест вообще сделал всю сцену. Ну, настолько классно. Он вот про символизм. Может быть, это слишком в лоб, но мне так понравилось. Она нервно покручивает кольцо и рефлекторно, как будто пытается снять его. Это бессознательный способ снизить напряжение. Но в этом есть и мощный драматургический сигнал. Кольцо — это символ брака. И когда персонаж начинает с ним взаимодействовать в конфликтной сцене, зритель мгновенно считывает эти отношения под угрозой. И она задумалась об их с Нейтаном браке. Но она, кстати, не снимает кольцо. У нее внутренняя борьба. И ни одной реплики, что все, мы расстанемся, я разочарована в нашем браке, я подумаю, все расторгнуть. Нет, просто один жест, покрутить кольцо и направить взгляд куда-то в сторону. Come on, wait. Elena, wait! I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. How would you react? You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Who are you? Come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do. Вот тут интересно анализировать перформанс Нейтана, противовес Елене. Если Елена это про сдерживание агрессии, Нейтан систематически отшучивается или усмехается даже такой драматической ситуации. Но это его характерная модель поведения. Нервная вот эта усмешка. Заметьте, вот как плечи поднимаются, корпус немножко подан вперед, шея так тоже. Он двигается суетливо, и все это создает вот это ощущение неловкой попытки разрядить напряжение. На самом деле Нейтан тоже в сильном стрессе и пытается через юмор уйти от конфликта, но тело говорит об обратном. Как я уже сказал, плечи подняты. И это характерное движение, когда человек ощущает давление. Корпус группируется, сжимается. Иногда это происходит даже неосознанно, и в этом проявляется человеческая неуверенность. И вот здесь Елена проявляет себя во всей красе. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. Язык тела Елены — это противостояние Нейтану. Прямая линия, голова, шея, осанка, поза стабильно, ощущается уверенность. И корпус угрожающе наклонен вперед, и это сигнал для Нейтана, что я перехожу в открытый конфликт. Руки разведены в стороны, что создает более такой вот открытый силуэт, и это дает ощущение доминирования, визуально расширяет персонажа, что опять же таки хорошо работает на контрасте с Нейтаном. Нейтан хоть и больше, он мужчина, но у него поза неуверенная, а Елена хоть и маленькая, но она пытается ему противостоять и выглядит выигрышно в этой ситуации. If you were killed, I wouldn't have even known about it. Маленькая деталь, я не знаю, кто молодец, аниматор или motion capture актер, надеюсь, все огромные молодцы. Вот этот актерский микромомент, это эмоциональный перелом сцены. Елена поднимает глаза наверх, когда говорит о том, что Нейтана могли убить, и она бы даже об этом не узнала.
Она с трудом сдерживает слезы. Это видно, во-первых, по блеску глаз. Это распространенная человеческая реакция. Когда человек пытается не заплакать, он делает паузу, поднимает глаза наверх, напрягает мышцы лица. Это попытка вернуть контроль над эмоцией. Но также взгляд наверх может означать, что Елена мысленно пытается представить ситуацию, которую она рассказывает, как Нейтан мог трагически погибнуть. Если до этого Елена была жесткой, давила на Нейтана, то здесь вскрылась ее истинная эмоция. Страх потерять. Ну и вот здесь противовес Елене Нейтан. Без каких-либо динамичных действий. Но вот этот силуэт, как опущены плечи, как повернута голова, шея, руки висят без жестикуляции. Это сломленная поза героя, который невербально говорит, что он признает свою вину. Опущенные плечи также уменьшают силуэт персонажа и делают его более уязвимым. Классная реакция на действия твоего партнера по сцене. Нейтан, он рефлекторно делает шаг вперед вслед за уходящей Еленой. Он внутренне хочет побежать за ней и сказать ей что-то. Но другая его часть останавливает от этого действия, подчеркивая бурный внутренний конфликт Нейтана. Hey, what are you doing? Go after her. We're not done here. Well, maybe we should be. What are you saying? I'm saying maybe there's a smarter way to save Sam. Such as? Such as we give him a new identity. We put him in hiding somewhere. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of a long time. I think I might be able to Hey, you handle... want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her. Whatever you say. You need a hand being... I got it. Let's go pack your bags. Вот тут дальше интересный перформанс у актера, который отыгрывал Салли. У Салли в руках блокнот. Я уверен, что у него специально оставляли этот ассет. Это придает силу его жестам и смотрится интереснее, в отличие от пустых рук, которые будут болтаться и порой могут смотреться театрально, если актер начинает переигрывать, как-то жестикулировать. И далее этот предмет становится не только дополнением для актера, чтобы как-то усиливать жесты, но и драматургическим важным элементом. After her. We're not done here. Well, maybe we should be. Мне нравится, как актер отыгрывает здесь вот телесную нервозность Нейтана. Он немножко суетится, пытается показать спокойствие. Он не зафиксировался с этой позы. Нет, он резко убрал, он что-то ищет руками, перекладывает, прикасается к лицу. И это естественная реакция тела на внутренний конфликт и стрессовую ситуацию. 15 years. He's not going into hiding. И вот тут Okay, Салли fine, you go начинает after your просто wife. бомбить. Sam and I- Во-первых, обратить внимание на силуэт Нейтана и то, как выглядит классно Салли, более выигрышно. Когда у актера есть что-то в руках, его жесты становятся более целенаправленными. Он может этот предмет указывать им, сжимать, опускать или перекладывать. Но тут надо будет осторожнее с затратами на анимацию, да, и перекладывание вещей, и анимацию пальцев. Но представим, что мы Naughty Dog, да? Ну или, по крайней мере, перекладывайте, ребята, вне кадра, но создавайте ощущение, что переложили ассет.
И здесь блокнот, он придает силуэту Салливана больший вес в сочетании с его уверенной осанкой. А Нейтан сломлен, согнут где-то в другой части композиции кадра, и Салли здесь контролирует сцену. Я говорил то, что этот ассет сыграет свою роль. Бенч. Whatever you say. Класс. Ассет чеховское ружье получается. Блокнот становится не только элементом естественного отыгрыша актера по бодимеханике, но и мощным драматургическим жестом. Вместо споров и конфликтов Салли совершает тихий и сильный жест. Он просто молча, практически, кладет блокнот на стол. И это хорошо работает на характер этого героя. Салливан никогда не будет устраивать сцену. Он уже мудрый человек. По годам видно и по усам. Whatever you say. После того, как Салли оставил блокнот, камера фиксирует реакцию Нейтана. Когда персонаж реагирует на действия других актеров в сцене, у зрителя возникает ощущение, что герой осмысливает происходящее, оценивает ситуацию и переживает, опять же таки, свой внутренний конфликт. И это супер важно для катсцен в цифровом пространстве игры. Вот он, финал сцены. Казалось бы, банальное движение. Это клише, будем честными. В общем, такой драматургический прием, который часто встречается, когда персонаж выражает подавленные эмоции через физическое резкое действие. Удар об стол, бросок или разрушение какого-нибудь предмета. Но здесь это работает, вот это клише, очень хорошо, потому что нас подготовили к этому жесту. Мы видели, как Нейтан долго игнорирует конфликт, делает вид, что все под контролем, продолжает выполнять автоматические действия. И только когда все покинули комнату, даже родной брат, Нейтан смог наедине с собой сорваться и больше не сдерживать эмоции, бросить эту карту, отвлечься от документов, облокотиться на стол и расслабить свою позу. Все, ему не нужно отыгрывать какую-то роль, маску. Классно. Воу, ты дошел до самого конца. Спасибо тебе большое. Это была опять экспериментальная рубрика. Хотелось немножко разбавить формат. Не только же устраивать мини-лекции, где разбираешь комплекс сложных решений. Почему бы не сосредоточиться на чем-то одном? Хочется и дальше поэкспериментировать с этим форматом. Оставляйте, пожалуйста, фидбэк. Подписывайтесь на телеграм-канал. Буду рад всех увидеть. Или на YouTube, конечно же. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. С вами Арс Заян. Где герои поймал... Вообще, бля. Идет.